Привет! Мы сегодня находимся в парке Тимна. Цель нашего сегодняшнего путешествия – посетить уникальную Скинию. Египетское рабство для евреев завершилось их исходом из Египта в Синайскую пустыню, где на горе Синай Бог даровал Моисею свод заповедей, а также повеление возведения Скинии, особого святилища, места обитания Бога. И это копия в натуральную величину. Пойдемте смотреть. Евреи получили четкие, до мельчайших деталей инструкции, как и из чего нужно построить скинию. Внешнее ограждение состояло из завес из белого крученого вессона, которые крепились серебряными крючками на 60 столбов из сетима. Столбы вставлялись в медные подножья, верх был украшен серебряным навершием. Друг с другом столбы скреплялись серебряным карнизом. Столб удерживался веревками, привязанными к медным кольям. Фундаментом скинии являлись 96 серебряных подножий, в которые вставлялись брусья из сетима. Горизонтально брусья скреплялись между собой 4 шестами, которые вставлялись в кольца, прикрепленными к каркасу. 5-й шест проходил по центру внутри брусьев. Затем устанавливались 4 столба для завесы входа в святая святых и 5 столбов с золотым навершием при входе в скинию. Все брусья, шесты и столбы были обложены золотом. Остов скинии покрывался 4 слоями покрывал. Первое покрывало было соткано из нитей голубого, пурпурного и красного цветов с вышитыми на нем херувимами. Его было видно только изнутри. Второе покрывало из козьей шерсти. 3-й слой из бараньих кож, выкрашенных в красный цвет. И 4-й слой из синих кож тахаша. Кстати, о библейских животных у меня есть отдельное видео. Итак, последние 2 слоя покрова натягивались на медные колья. Во дворе скинии располагался алтарь всесожжения, возведенный на земляной насыпи. Сам жертвенник был изготовлен из сетима и обложен со всех сторон медью. В углах жертвенника рога, которые мазались кровью жертвенного животного. Огонь поддерживался здесь постоянно, и жертвы приносились каждое утро. У входа в святилище стояла медная чаша омовения. Левиты, перед тем, как войти в скинию, должны были омыть руки и ноги водой, чтобы не умереть. Вход в скинию был разрешен только священнослужителям, левитам и коинам. В святилище с южной стороны располагался семисвечник, минура, сделанная из 34 килограмм чистого золота. У северной стены располагался стол хлебов предложения. На столе было 12 хлебов по числу колен Израилевых. У входа в святая святых с западной стороны находился золотой алтарь для воскурений. В святая святых мог входить только первосвященник из рода Аарона, брата Моисея, прародителя всех израильских священников. И даже первосвященнику разрешалось входить в него только раз в год, в день очищения грехов, Йом-Кипур. В святая святых находится ковчег завета. Крышка ковчега, сделанная из чистого золота, престол милости. Для искупления грехов первосвященник окроплял крышку престола милости жертвенной кровью. В ковчеге хранились скрижали завета, 2 каменные плиты, на которых были высечены 10 заповедей, жезл Аарона и чаша с манной. לא תרצח, אוקיי? לא תנאף, לא תחמוד, לא תענה רעך, עד, הנה עוד הפעם, נכון? תחמוד, ד'.
Друзья, посетив Скинию, у меня возник вопрос. Откуда у евреев, которые были в рабстве у египтян, были вот те несметные богатства, золото, серебро, медь, чтобы вот построить такую скинию, вот именно в таком виде? Давайте вспомним, что предшествовало исходу евреев из Египта. 10 казней или 10 бедствий обрушились на египтян из-за отказа фараона дать волю евреям. Казни шли одна за одной с интервалом в 3 недели, чтобы фараон и египтяне могли осмыслить происходящее. Первая казнь – кровь. Воды Нила, источник жизни и пропитания, превратились в кровь, и в них погибло все живое. Вторая казнь – жабы. Они вышли из реки и заполонили Египет. Они проникали в дома, в постели египтян, портили продукты. Третья казнь – вши. Вот на этом этапе жрецы Египта признали, что казни посланы свыше. Четвертая казнь – дикие звери. Было огромное нашествие львов, волков, медведей и других хищных животных. Пятая казнь – мор. Стал умирать скот. Шестая казнь – нарывы. Тела египтян покрылись язвами и нарывами. Седьмая казнь – град, который уничтожил основную массу урожая. Восьмая казнь – саранча. Полчища насекомых атаковали поля, уничтожая уцелевший после града урожай. Девятая казнь – мрак. На 3 дня страна погрузилась в кромешную темноту. И 10-я казнь – гибель первенцев. В каждой египетской семье погибли все первенцы мужского рода. После всех этих бед египтяне готовы были отдать все, только чтобы евреи ушли. И они таки взяли все и ушли. Меня удивляет и восхищает, что еврейский народ, обретя свободу, жертвует огромные богатства на возведение передвижного Божьего храма, чтобы войти в союз с Богом и следовать Его заветам, таким, казалось бы, простым и таким сложным в исполнении.